Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами находимся в Никитском ботаническом саду. Я видел в инстаграме одну фотографию, что здесь очень красиво расцвело дерево. Сейчас будем его искать, надеюсь, отыщем, и хочу показать вам, потому что в Крыму уже настоящая какая-то весна, начинают цвести деревья, эти цветы, птицы щебечут. В общем, друзья, весна пришла в Крым. Не знаю, будет ли еще снег, хотя февраль обычно у нас зимой холодный, это зимний месяц, но в этом году что-то прям супер весеннее он. Ладно, друзья, сейчас пройдемся по его территории, покажу вам всю красоту, покажу вам какие-нибудь интересные деревья, растения. И потом я планирую здесь спуститься, в этом поселочке, к морю, потому что я здесь возле моря ни разу не был. И посмотрим, какая здесь набережная, какой здесь пляж. Возможно, что-то там хорошее найдем. Ну что, погнали смотреть. Для начала просто пройдемся по парку, по саду, поэтому посмотрим на растения. Посмотрите, друзья, как же здесь все красиво. Какие здесь такие реликтовые сосны находятся. Посмотрите, какие пушистые, просто невероятно. Вот моя любимая секвойя. Но, к сожалению, видите, тоже желтеют у нее иголочки. Нужно что-то с этим обязательно делать. И вот здесь такая территория, такое здание находится, растут пальмы, кипарисы и бассейн. Не знаю, для чего здесь бассейн сделан, но я бы в нем сейчас искупался, потому что на улице уже жара. Настоящая весна, даже можно сказать уже летняя погодка, поэтому смело можете ехать в Крым, не бояться, что вы здесь замерзнете. Ну, в марте, возможно, здесь снег выпадет, но это не точно, друзья. Начинают уже расцветать розы. Кстати, вот такое время, зима, мне кажется, вообще идеальным месяцем для посещения этого парка. Но, правда, все приезжают на парад хризантем, либо на парад тюльпанов. А сейчас здесь практически вообще никого нет. Парк принадлежит только нам. И мы с вами одни бродим по этому парку. Вот такая, друзья, секвойя. И вот здесь у нас уже, видите, растут, начинают распускаться розы. У них здесь капельное орошение. В общем, все хорошо. Я уже здесь однажды был. Не знаю, видели ли вы мой видеоролик отсюда или нет. Смотри, какая секвойка красивая. Просто нет слов. Мы сейчас с вами движемся в сторону бамбуковой рощи. Я очень люблю бамбуковые рощи. Она находится вот здесь, прям сразу на входе, можно сказать, в этот парк. Да, друзья, крымская природа бесподобна. Можно приехать в любое время года и наслаждаться ей. Но мне нравится вот сейчас, сегодняшнее время года, февраль месяц, когда нет много людей, когда нет отдыхающих. Но мне нравится вот так одному просто побродить по территории. Здесь растет очень высокий бамбук. Посмотрите. Наверное, самый высокий в Крыму, который я только видел. Вот такая, друзья, красота здесь бывает. Просто нет слов прогуляться по этой роще, когда нет людей. Просто одно удовольствие. Давайте ближе к бамбуку станем, чтобы вы видели, как он растет. Просто вот такие палки из земли, друзья, это же даже не настоящие. Вот так растет бамбук. Какие-то птицы прям летают в нем. А что за птицы, не видно. Но красота неимоверная. Друзья, не рассказал вам за вход. Вход сюда стоит со взрослого 300 рублей. Если вы ребенок, либо пенсионер, то вход будет стоить вам 150 рублей. Цены очень приемлемые, недорогие, я считаю. Потому что здесь есть много на что посмотреть. Не как я заплатил за дворец 600 рублей. Но мне здесь больше нравится, чем дворцы. Друзья, смотрите, что творится. В Крыму расцвели подснежники, чтобы вы понимали. Вот такая у нас красота. Весна идет полным ходом. Что еще можно сказать? Смотри, тут целая полянка. Сейчас сфокусируемся на них. Вот так цветут подснежнички. Просто красота. Все, официально заявляю, в Крыму началась весна. Да, друзья, конечно, круто побродить по вот таким местам, с такой природой. Здесь очень много интересных растений, занесенных в Красную книгу, привезенных со всего мира. Поэтому я говорю вам, что Никитский ботанический сад однозначно стоит вам посетить.
потому что действительно много всего интересного здесь можно обнаружить. Вот здесь тоже у нас полянка с розами. Розы начинают уже вот тоже цвести красненькие, видите? Красота. Так, куда ж нам выйти? Где нам найти это цветущее дерево? Я не знаю, в какой оно части находится. Придется все нам обходить и искать его. Вот дошел до такого места. Тут прям какое-то черное озеро. Смотрите. Здесь, скорее всего, фонтан был. В общем, друзья, природа неимоверная. Посмотрите на эти кипарисы, которые растут рядом с секвойей. Просто фантастические кадры. Давайте подойдем поближе к секвоям. Посмотрим на них поближе. Ух ты! Здесь еще, оказывается, рыбки живут, ребята. Вот они плавают, смотрите. Красненькие такие, маленькие. Ой. Ох, там их вообще много, смотрите. Видите, большие есть рыбки. Я не знал, что они похожи на листочки. Я даже не знал, что это рыба. Так, пойдемте. Здесь у нас уже цветут розы. Это роза садовая чайно-гибридная. Называется такое название. Здесь на этикеточке у нее написано. Вот такая роза, ребятки. Так, давайте дальше все посмотрим. Здесь очень много разных сортов роз. Вот такая красавица. Просто смотрите. Февраль месяц, напоминаю, у нас сегодня. Смотрите, уже пчелки летают, собирают пыльцу. Круто. Территория здесь просто прекрасная. Тихо так, спокойно идешь, наслаждаешься всей природой и просто отдыхаешь душой, ребята. Поэтому приезжайте в Крым в такое время, вы просто не пожалеете. Здесь очень и очень круто. Смотрите. То самое место, где проводится бал хризантем. Я даже не знал, что их выкапывают на зиму. Помните, я здесь приезжал, здесь была куча цветов, они росли прям вот в этих огородиках. А сейчас, как я вижу, все выкопали. Интересно, где они зимуют, хризантемы? Неизвестно. И вон тут дерево, друзья, которое цветет, я его нашел, находится оно прямо здесь. Видите, все красное, это скорее всего персик. Сейчас подойдем поближе и покажу вам всю его красоту. Вот это дерево, честно говоря, очень напоминает персик, цветение персика. Посмотрите, как это прекрасно. Просто фантастические кадры. На дворе у нас февраль, чтобы вы понимали. Мы в Крыму. Вот такая погодка. Здесь просто уже жужжание пчел. Не знаю, слышно вам или нет, но их здесь очень и очень много. Вот так работают пчелы. Собирают пыльцу. Друзья, просто какая-то фантастика у нас здесь сегодня. Вот так. На днях покажу вам, как цветет миндаль. А пока смотрите, как цветет персик. Просто фантастические кадры у нас. Так, давайте как-нибудь пчелку подснимем красиво. Только вот как? Так, нам нужно найти ее. Но, друзья, дерево, конечно, выглядит. Все подходят, фотографируют его. Единственное дерево, которое здесь расцвело в Никитском ботаническом саду. Но выглядит безумно красиво, согласитесь. Вот такая, друзья, красота в Никитском ботаническом саду. Персик расцвел, выглядит фантастически круто. Я сейчас планирую подойти туда к пальмам, где растут еще бананы, а потом уже спустимся с вами здесь к морю.
обязательно покажу вам море. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Ну и как вы видите, в Крыму настоящая весна. Что творится с погодой, у нас здесь непонятно. Посмотрите на эту красоту. Настоящая весна в Крыму, ребятки. Смотрите, как цветут подснежники. Просто что-то фантастическое. Так, постараюсь приблизить вот так максимально, чтобы красиво было. Да, вот такая красота у нас здесь. В лесу, наверное, тоже расцвели. Скоро пойдем в лес смотреть на подснежники. Еще, думаю, дней 5 подождем, чтобы они там полностью порасцветали. Но, друзья, красота, видите, какая. Сами, какая погодка сейчас в Крыму. Просто фантастика. Выглядит очень красиво. В лесу другие, кстати, подснежники растут. Не такие, как здесь. Возможно, это какой-то другой вид. Вот такая красота просто. Вот в этом месте прям очень крупные эти деревья. Называется земляничное дерево. Вот земляничник мелкоплодный. Ну, в простонародье земляничное дерево. Смотрите, какое оно невероятное. Оно, друзья, без коры. Вот такое ощущение, что оно без коры. Смотрите, к сожалению, люди выцарапывали какие-то на нем свои символы. Ни в коем случае не стоит этого делать, ребята. Потому что это природа, нужно ее беречь. Вот такое шикарное дерево здесь растет. И вот такая колоннада. Просто фантастика. Природа, друзья, шикарная здесь. Я вот иду, просто наслаждаюсь и отдыхаю. Очень круто, конечно. Сейчас спустимся вниз к пальмам. Покажу вам, как пальмы растут. И потом уже отправимся, я думаю, на море. Я ни разу не был в этой части на море. Вот хочу посмотреть, что там происходит, как там море поживает без нас. Вот такая здесь красота. Ну, кстати, с гор надвигается на нас туман. Возможно, еще и солнышко у нас закроется. И, возможно, еще и дождь может пойти. Поэтому погода в Крыму непредсказуемая. Каждые 15 минут она меняется. Но вот эти деревья выглядят прям необычно. Ну, не знаю, мне нравится земляничное дерево тоже. Посмотрите, как выглядит круто. Вот такие, ребятки, пальмы здесь растут. Посмотрите, какая красивая территория. Я нашел прям какие-то необычные бутоны роз. Посмотрите, какие они большие. Сейчас поближе подойду. К сожалению, а может и к счастью, по газонам нельзя ходить. И вот с такого расстояния я для вас их сниму. Посмотрите, какая фантастическая красота, друзья. Смотрите, бутоны просто огромных размеров. Так, фокусируйся на них. Вот это уже расцвел. Давайте приближу. Ой. Вот такие красивые розы цветут в Крыму прямо сейчас, в данную минуту, когда вы смотрите этот видеоролик. Красота. Посмотрите, как утепляют пальмы на зиму. Такая оградка у них, и туда засыпают просто листву. Вот так выглядят пальмочки. Я, кстати, в этом месте не был. Хотя парк этот посещал, но как-то вот это конкретное место я прошел стороной. Посмотрите, здесь есть прям лес пальм. Сейчас покажу вам его поближе. Выглядит очень-очень красиво. Много пальм прям собрано в одном месте. Действительно какой-то пальмовый лес. Красота просто фантастическая. Смотрите.
Кто еще видел столько скопления пальм в одном месте и где? Я такого нигде больше не видел. Вот так здесь круто. Смотрите. Так, это называется пальмарий. Пальмарием называется участок, на котором собрана коллекция растений из семейства пальмовых. Вот так, друзья. Здесь собрана коллекция семейства пальмовых. А их здесь и очень и очень много на одном месте собралось. Вот так. Блин, я это место в прошлый раз прошел. Сейчас по другой тропе немножко иду. И я рад, что так выбрал эту дорогу. Потому что мы с вами увидели еще прям вот такой лес пальм целый. Шикарно. Обожаю пальмы. Посмотрите, как это выглядит. Фантастически. Тем более в Крыму их представить трудно. А здесь они растут вот в таком количестве. Просто посмотрите, сколько их собрано в одном месте, друзья. Очень и очень много. Может, кто-нибудь посчитает, напишите в комментариях, сколько. Но выглядит это вживую намного интереснее, чем на камере. Поэтому я рекомендую посетить Никитский ботанический сад. Друзья, вход вообще недорогой, 300 рублей. Но эмоций вы получите намного-намного больше. Поэтому приезжайте. Природа, конечно же, здесь потрясающая. Ладно, отправляемся в другое место, где растут пальмы, к которому я, собственно, и планировал дойти. Ну и, пожалуй, мое любимое, наверное, место в этом парке — это вот эта пальмовая аллея. Посмотрите, как она выглядит. Ощущение, как будто мы находимся вообще не в Крыму. Просто невероятно. Посмотрите, здесь какое-то тоже растение у нас. Какие-то появились красные ягодки. Пробовать мы их, конечно, не будем. Мало ли, что за ягодки здесь. И вообще нельзя здесь срывать никакие ягоды, никакие листочки, потому что вы находитесь в Никитском ботаническом саду. Ничего не портите природу здесь. Здесь тоже рядом находится, смотрите, бамбуковая роща. Но здесь видно молодой бамбук, он еще тоненький. Но пальмовая аллея выглядит потрясающе. Кстати, бананы, их вроде бы все подрезали на зиму. К сожалению, они теперь не будут такие зелененькие. Ждем весны, либо лета, когда они снова появятся у них листья. Но пальмовая аллея, конечно, выглядит шикарно. Ощущаю себя совсем не в Крыму. Вот честно, побудьте здесь, сами поймете эти ощущения. Здесь такие пышные тоже растения стоят. Посмотрите, как их ветром колышет. Очень красиво. Так, друзья, те, кто мне будут писать в комментариях про оранжерею кактусов, знаете, у меня есть отдельный видеоролик на канале с этой оранжереей кактусов. Поэтому заходите, ищите и смотрите. Да, вот здесь раньше была банановая роща. Видите, их всех посрезали. Но на зиму бананы вот так срезают, чтобы они не портились. А весной у них появляются уже новые листья. Поэтому ждем весну. Либо летом появляться. Судаки вроде бы летом начали появляться. Ждем, короче, когда появятся, и приедем сюда на них посмотреть. Видите, их какой-то специальной штукой еще обматывают. Непонятно для чего это. Не могу сказать. На каждой такая штука есть. Ну и вот еще немного бамбуковой рощи. Просто фантастика. Иду на царскую беседку, которая находится в поселке Никита. И посмотрите, что я по дороге обнаружил. Вот это земляничное дерево и его корни. Они тоже, смотрите, какие. Теперь вы точно видели все. Земляничное дерево с вот такими корнями. Мы уже вышли из этого сада и просто движемся по парку в сторону этой беседки. Потом спустимся от нее к морю. По этой тропе очень много встречается вот этого дерева земляничного. Друзья, здесь целый лес его растет. Обязательно пройдитесь по этой тропе. Посмотрите, какое оно шикарное. И вот она, друзья, царская беседка. На самом деле здесь нет никакой беседки. Я так подозреваю, что это смотровая площадка, которая называется царская беседка. Ну или, возможно, здесь когда-то давно стояла беседка. Посмотрите, какие шикарнейшие виды открываются с этой смотровой площадки.
Несмотря на то, что сейчас сильный ветер, нас спасет наш микрофон, я надеюсь. И вы меня будете слышать. Вот такой, смотрите, обрыв у нас здесь. И виды просто фантастические. На море, на Ялту. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, у меня аж тут дух захватывает, когда стоишь. У-ху! Друзья, виды невероятные. Смотрите. Как же здесь красиво. Вон там, вдалеке Ялта. Гора и Петрин, здесь вам видно. Видите, с гор спускается туман, но ветер не дает ему спуститься, он его обратно задувает. Конечно, вид с этой смотровой площадки великолепный. Посмотрите, на море, там идет накат волн. Сейчас спустимся вот сюда, прям к морю. Конечно, спуск здесь будет легкий, а вот подъем обратно на горку тяжелый, я думаю. Но ничего, мы справимся. А впереди просто бескрайнее море. Фантастика. Что здесь можно еще сказать? И вот такой здесь лес, друзья. Воздух шикарнейший. Это, кстати, какой-то заповедник. Я здесь видел табличку. Отсюда начинается, видите, здесь уже пошло дальше ограждение. Здесь написано «Государственный природный заповедник мыс Мартьян. Посещение с разрешения администрации. Национальный научный центр». Так что, друзья, вот такие вот дела. Дальше мы уже с вами не пройдем. Здесь забор. Но дальше просто будут деревья. Это заповедник, просто такая мыс, типа гора, на которой растут какие-то реликтовые растения. Но дальше мы с вами не пойдем. Спустился к морю. Посмотрите, какое море. Сегодня такой небольшой шторм. А где я был? Вон там, на верхней точке. Вон там, друзья, где-то находилась царская беседка. Сейчас мы уже спустились поближе. Посмотрите, какое шикарное море. Здесь такой галечный пляжик, мелкая галька. Цвет воды просто бесподобный. Но, конечно, спускался я сюда по ступенькам. Я представляю, как здесь трудно будет летом подниматься наверх. По жаре. Идем на главный причал, который я здесь обнаружил. Написано «Эксплуатация запрещена». Причал выведен из эксплуатации. Швартовка запрещена. Почему все причалы в Крыму не работают, кто мне скажет? Что в Судаке, что здесь. Но здесь хотя бы он в более-менее нормальном состоянии находится. Друзья, жаль, что сильный ветер. Квадрокоптером не полетаешь здесь. Но море, конечно, шикарно. Сейчас покажу с этой стороны вам, что находится. Здесь какая-то гостиница. Надеюсь, там будет проход в город, потому что по ступенькам мне обратно возвращаться неохота в ту часть поселочка. Воу, волны, море. То, что надо. Давайте дойдем до конца Буна. Буна, говорю, причала. И посмотрим на эту красоту со стороны. Так, а что там за поселочек, интересно, уже за этим бугром находится, за этой горой? Утес, не утес? Нет, утес дальше находится, он там от Алушты недалеко. Мы вообще забрались сегодня куда-то. И здесь впервые в жизни своей. О, смотрите, какие волны. Просто от наката, от ветра идут такие. Да, друзья, жаль, что камера вам не передает цвет. А это невероятно. Воу, смотрите, большая какая волна идет. Фу, красота просто. Вот такой он, друзья, Крым. Цвет воды, конечно, здесь шикарный. Ну что, друзья, вот такой получился видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддержите его большим пальцем вверх. Пишите свои комментарии. И самое главное, приглашайте друзей на канал. Нас уже 108 тысяч человек на канале. Это невероятно много для меня. Никогда не ожидал, что меня будут смотреть столько людей. Ну а с вами был я, Александр Михаленко. И уже завтра мы с вами встретимся в новом видеоролике. Всем пока!